Всем привет! Вы на канале Сальса Геймер. Я после короткого отдыха набрался сил, съездил в Кисловодск и подышал горным воздухом. Надеюсь, у вас были тоже отличные выходные. Сегодня повод поговорить дала Gotham Knights, потому что был показан жирный и вкусный кусок геймплея, и игра обзавелась датой релиза. Интересного много, так что погнали! Gotham Knights — это экшен от третьего лица во вселенной Темного Рыцаря. Подробнее о сюжете можно узнать здесь. Разрабатывает игру Warner Bros. Games, и это еще один из их эпичных игровых проектов по знаменитым вселенным. Совсем недавно всех ошеломил показ геймплея Hogwarts Legacy, а теперь сюрприз. Rocksteady Games, даже будучи внутренней студией Warner Bros., не занимается боевиком по Бэт-семейству. Боевик появится в Канаде в другой студии Warner Bros. Games Montreal, то есть создатели Batman Arkham Origins. И не хочу бить тревогу, но скопировать стиль игры у британцев канадцы смогли на троечку. Так что опасения насчет игры есть. А как фанат DC, мне не нравится еще своевольное отношение к персонажам канадской студии. Но перейдем к сути. Показали целых 13 минут игры в мире Gotham Knights за Красного Колпака и Найтвинга. Хорошая новость. Боевка за каждого героя своя и уникальная. Если очаровательная и хрупкая Бэтгерл будет предпочитать засады и неожиданные нападения, а Робин, как маленький мальчик, играться с компьютерными игрушками и побеждать врагов гаджетами, то мужчины в черном трико дерутся в открытую. Найтвинг будет драться с помощью своих электродубинок. Его стиль боя напоминает о том, что Дик Грейсон был акробатом из семьи летающих Грейсонов. Он легко парит по полю боя, кувырками перемещается от одного противника к другому и калашматит их. Противнику во время оглушения можно провести добивание. При этом Найтвинг эпично подпрыгнет вверх в эффектном сальто и обрушится на врага. Если вы играете в паре с другом, то добиванию можно накатить градуса крутизны и совершить его вместе с товарищем. У Найтвинга будут уникальные гаджеты. Он сможет парить по городу на глайдере, а на задание его сможет доставлять дельтаплан. Для всех супергероев также доступен свой байк. Он выполнен в стиле героя, которому принадлежит. Красный Колпак, в отличие от всех остальных, не стесняется использовать огнестрел. Бывший член Лиги Убийц, он безжалостно готов расстреливать врагов, делая пируэты и фейде на манер балерины с пистолетами. Его особенностью будет то, что в Лиге Убийц его научили использовать магию. С помощью нее он может перемещаться по городу, а также производить особо мощные выстрелы, наносящие урон на солидной площади. Конечно, у Красного Колпака будет своя анимация для добивания, и не только. Каждый герой будет в своем стиле устранять ничего не подозревающих врагов. Найтвинг проведет электротерапию ударом шокера в шею, а Красный Колпак, ну, вы поняли. Врагов пока показали немного. Из суперзлодеев хорошо засветился только Мистер Фриз, а также Талон Гладиатор. Он убийца и инженер. Таких нанимают судцов. Они зовутся когтями. С одним из таких когтей и сражается Красный Колпак в качестве мини-босса. В основном атаки врагов делятся на два типа: рукопашная и с применением оружия. При нанесении рукопашного удара врагом появляется постепенно сужающийся белый кружок. За это время вы должны либо контратаковать, либо заблокировать, либо увернуться от удара. На видео тайминги очень большие перед нанесением ударов, и окно для принятия решения очень дружелюбно к игроку.
При прицеливании врага из оружия будет демонстрироваться траектория полета пули. При этом белая полоска будет понемногу краснеть, пока не произойдет выстрел. При большом скоплении врагов эти полоски сильно перегружают визуал, и за ними не видно врагов. У каждого супергероя должна быть своя база. Бэт-семья окопается в Белфри, в роскошном особняке. Если вы играете с напарником, то в убежище будут находиться сразу два персонажа. И даже можно будет посмотреть сценки с их диалогами, которые скорее всего будут недоступны в одиночном режиме, если герои не предпочтут трепаться по рации. В бэт-компьютере будет карта. По мере продвижения по сюжету будут открываться новые районы Готэма, а пока они были закрыты туманом. А в первом ролике у Бэтгерл недоступны для посещения. На карте основные задания будут зеленого цвета, а дополнительные желтого. Судя по всему, сюжетно дополнительные задания будут переплетаться и дополнять историю. В демо на дополнительном задании Nightwing освобождает пленника Суда Сов, о чем говорит характерная маска. В убежище можно будет скрафтить себе экипировку. Да-да-да, старый добрый гринд. Из поверженных врагов будут сыпаться аптечки и детали для крафта, так что по окончанию боя здоровье персонажа не восстановится автоматически, а придется ждать, когда упадет аптечка. Ценность деталей будет различаться по цветам. Экипировка также будет делиться на общую, необычную, легендарную, эпичную и героическую. Так что есть опасения, что Gotham Knights станет игрой с кучей однообразных миссий ради прокачки и сбора ресурсов. Как бы ни вышли Мстители 2, тогда игру рекомендуется устанавливать прямиком в мусорную корзину. По информации от инсайдеров, микротранзакций не будет, но внятной и четкой информации от разработчиков нет. Где-то проскользнул слух о том, что игра будет распространяться по типу разовой покупки, но дальше тишина. Графика звезд с неба не хватает, но и не вызывает чувства отторжения. Довольно топорными местами выглядят анимации героев и противников, а даже в демонстрацию демо попали несколько багов. Большинство окружения скрывает туман, так что насладиться красивым видом Готэма с крыш у вас не получится. Прорисованы лишь ближайшие здания. В целом графика примерно на уровне второй, третьей части трилогии. Не сказать, что она стала лучше. Да и судя по Твиттеру и материалам в YouTube и игровых изданий, главную ставку разработчик делает не на визуальную составляющую игры, а на игровой процесс и большой открытый мир. Правда, тех, кто играл в предыдущих Бэтменов, едва ли удивить боевой системой. Объявлена дата выхода игры — 25 октября 2022 года. Русский язык пока не заявлен даже в субтитрах. И это все, что известно об игре на данный момент. Всех с короткой рабочей неделей и держите четверговую пятюню. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Черканите в комментариях что-нибудь цензурное для продвижения ролика. Пока-пока и не бомби по пустякам.